Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Настоящая история, выпуск 17. Холодильник может работать без электричества. Оказывается, холодильник может работать и без электричества. В трубках на шатырь. Солнце через линзу его нагревает. А в остальном принцип действия как у обычного холодильника. Холодильник, который не требует никакой энергии, кроме воздействия солнечного света, в течение 2 часов в день был разработан Отто Иксмор, калифорнийским инженером-консультантом. Согласно изобретателю, более крупные солнечные электростанции, требующие воздействия до 4 часов, могут использоваться для обогрева или охлаждения целых домов. Реальные размеры России поражают. Первые карты, которые легли в основу карт современных, были созданы Герардом Меркатором, ученым-картографом, жившим в 15 веке в Римской империи. Меркатор предложил изображать картографические объекты так, чтобы в рамках одной широты их площади были пропорциональны тем, что они занимают на Земле. К примеру, если реальная площадь острова на одной ширине составляет 3%, а площадь воды 97%, то именно в таких пропорциях проекция острова будет нанесена на карту. Наша страна находится в северных широтах, соответственно, на картах ее размер сильно преувеличен. Если сравнивать реальные размеры России с другими странами в реальном масштабе 1 к 1, то нас ждет огромное удивление, ведь она уже не будет выглядеть настолько огромной. Поддельный Петр I правил Россией. Как известно, отправлялся в Европу царь в окружении 56 человек, одним из которых был Меньшиков. За время путешествия все окружение, кроме Меньшикова, где-то пропало, и вернулся Петр I с европейцами. Меньшиков же после этого стал очень богатым и получил многие титулы. Совпадение? Почти сразу после возвращения Петра I его сестра возглавила бунт, чтобы доказать, что это лже-Петр, но бунт подавили, а сестру Петра I отправили в монастырь. Также в монастырь Петр I отправил и жену, с которой всегда были максимально хорошие отношения. После возвращения царь отказался от старорусской одежды и стал носить только европейскую. Кроме этого, Петр I приобрел сильный акцент, забыл много близких и путал имена приближенных. Почему историки никак не объясняют все эти максимально странные факты? Изображение герба Тартарии. Изображение герба Тартарии во французской универсальной географии Дюваля де Аббевиля, изданной в Париже в 1676 году. Особый раздел целиком посвящен Тартарии, которая здесь названа империей. А сейчас ученые говорят, что Тартария – это географический термин, использовавшийся в Европе для обозначения неизученных земель. И недумающие верят им. Зашифрованный научный трактат Леонардо да Винчи. Одна из самых дорогих книг в мире – Лестерский кодекс, автор которой Леонардо да Винчи. Книга посвящена воде, земле и небесным телам, а напечатана зеркальным шрифтом. Чтобы ее прочесть, нужно вооружиться зеркалом. Существует теория, что книга содержит скрытые послания о загадочных организациях, таких как иллюминаты. Владельцем Лестерского кодекса в настоящее время является Билл Гейтс, который приобрел книгу за $30,8 миллионов. Человек видит только то, что разрешено. Человеческий глаз может видеть только между 430 и 770 ТГц. Наши уши могут улавливать звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Эти диапазоны составляют часть общего диапазона частот звука и света, воспринимаемого современным человеком, что говорит о следующем. Вокруг происходит очень много такого, чего мы пока не можем видеть или слышать. Но ведь и вправду что-то не так с Антарктидой. Все экспедиции в Антарктиду завершились в 60-е. Почти все исследователи Антарктиды нашли последнее пристанище смерть не самым естественным образом. Прагматичные лидеры человечества внезапно принимают экологическую повестку вместо освоения нового материка и, конечно же, его ресурсов. Введение статуса нелетной зоны в Антарктиде. Спутники, с помощью которых можно сфотографировать даже время, на наручных часах упорно не хотят показывать в Антарктиде что-то, кроме зарисовок в фотошопе. Японские императоры были европейцами. Японский императорский дом считается старейшим в мире, чья династия не прерывалась, начиная с VI века до нашей эры и до нашего времени. Любуемся на портрет сёгуна Токугава и Цеуна из сборника «Армлес Николас» 17 века. Просто напасть какая-то с правителями. То Тамерлан с Чингисханом описываются как европеоиды, то китайские правители. Теперь и японский император оказывается не азиатской внешности. Дома-пни американских переселенцев 19 века.
Во время освоения необжитых северо-западных территорий США в XIX веке переселенцам постоянно приходилось сталкиваться со многими трудностями, одной из которых было отсутствие жилья. Для кого-то выходом из сложившейся ситуации стали огромные пни, оставшиеся после вырубки вековых деревьев. Выдалбливая или выжигая внутреннюю часть пня и делая крышу, переселенцы получали надежное временное жилье, в котором можно было даже провести зиму. Одними из первых в доме из пня поселилась семья МакАлистеров в 1847 году, после чего такие дома стали встречаться гораздо чаще. Светильники с бесплатной энергией на оловянной амальгаме. Такие светильники ярко светили, не требовали электроэнергии, периодически заправлялись амальгамой. Их использовали как в бытовых помещениях, так и в больших театральных люстрах. Особенностью таких светильников было наличие небольшого полиспастного роликового механизма для опускания люстры для дозаправок. Амальгама – это сплав на основе ртути. А вы считали ртуть опасной? Да, она может выделять вредные вещества, но лишь в соединении с некоторыми элементами. Обнаружили микросхемы в теле людей. Из конференции ученых, которая произошла 20 сентября 2022 года в Германии, анализ тонких тканей, пострадавших от всем известного микроорганизма, выявил в тканях посторонние микрочастицы, которые внешне выглядят как микросхемы. Версии появления таких инородных объектов две: либо они были введены в кровоток готовыми, либо сформировались в организме человека из наночастиц, которые как-то туда попали. Случайно попали. Кто сражался в Куликовской битве? На Ярославской иконе изображена сцена Куликовской битвы. Если судить по обмундированию, то бились римляне против других римлян. Посмотрите на одеяния: туника, панцирь, коллеги, сандалии и шлемы. Русские-то могли одеться как римляне, но где же тогда воины Орды? Технологии, которые не допускают до населения. В 1920 году инженер Роял Райф создал первый в мире ультрафиолетовый микроскоп с увеличением в 50 тысяч раз. Он позволил увидеть живой вирус. Через 15 лет Райф создал частотный генератор, излучение которого поражало патогенную микрофлору, не травмируя окружающие ткани. 14 полностью задокументированных случаев полного исцеления раковых больных, и использование его генератора на территории США запретили. Эксперименты с частотным генератором повторили наши современники, подтвердили простоту и эффективность метода борьбы с вирусами и патогенными организмами, но официальная медицина отказалась признавать разработку. На Кольском полуострове в XVIII веке был жаркий климат. Ломоносов в своих трудах по минералогии, металлургии и горному делу писал, что на севере Кольского полуострова промышляют добычей натурального жемчуга, да еще и в подробностях. С указанием срока созревания – 3 года. Помимо этого, жемчуг добывали в Германии в речке Регенсбурга. Удивляться еще рано, прочитайте это. При изменении температуры всего на 2 градуса моллюск начинает вырабатывать слабую кислоту, которая моментально разъедает верхний слой жемчужины. Она мутнеет и начисто теряет блеск. Резкое изменение температуры хотя бы на 2 градуса уничтожает моллюсков, а капризный жемчуг созревает только при температуре выше 20 градусов. Какой там климат сейчас на севере Кольского полуострова? А в 18 веке там круглый год было около 20 градусов. Вот теперь можно удивляться. Тайная цивилизация на крайнем севере России. В 1970-х годах во время раскопок в Заполярье было обнаружено более 10 тысяч артефактов, возраст которых составлял около 10-12 тысяч лет. Интересно отметить, что многие из этих артефактов были изготовлены из металлов. Однако в конце 2021 года на международном форуме в Берлине глава исторического факультета Гарвардского университета заявил, что крайний север России является внеисторической территорией. Похоже, что сионисты что-то знают о России. Единый символ власти. Известный посох с трилистником – это символ власти династии Меровингов, однако каким-то чудом фамильный символ власти перекочевал в руки хана Хубилая и царя Алексея Михайловича. Вариантов 2. Один родственный, второй, что это был единый территориальный символ власти, вроде христианского креста. Тогда встает вопрос, к какой территории относились все земли правителей. Официально Антарктида была открыта только 200 лет назад. Давайте вспомним о существовании карт Пирси Рейса и убедимся в том, что Антарктида уже обозначена на картах 600-летней давности, да еще и без ледяного покрова.
Официалы сразу же обозвали карты выдумкой, хотя на них без труда можно отыскать нужную точку и сориентироваться на местности. Сравните совпадение береговых линий у выдумки, обледенение произошло совсем недавно. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.